Обычная домашняя кошка украла всех щенков у соседской собаки. Когда владельцы домашних животных узнали истинную причину, они были шокированы. Ларри была необычной кошкой. Ее мех цвета карамели и мерцающие изумрудные глаза было трудно не заметить. Однако ее отличали не только физические данные. Ларри была воплощением материнского инстинкта, который превосходил обычное поведение кошек. Семья Смитов, состоящая из Мэри, Дэйва и их дочери Келли, предложила Ларри приют, когда она была еще котенком. Они обнаружили ее, дрожащую от холода и страха, спрятавшейся в картонной коробке возле продуктового магазина. Келли, девочке тогда было всего 8 лет, сразу же влюбилась в маленького котенка и умоляла родителей усыновить ее. Первые недели в ее новом жилище были тяжелыми для Ларри. Она пряталась под кроватью, выбираясь наружу только после наступления темноты, чтобы подкрепиться. Келли проявила огромное терпение, проведя бесчисленное количество часов на полу рядом с кроватью, нежно уговаривая котенка. В конце концов, Ларри начала доверять своей новообретенной семье. С возрастом Ларри продолжала развиваться как личность. Зарекомендовав себя как невероятно умная и любознательная кошка, Ларри вскоре овладела искусством отпирать двери, включать свет и даже приносить школьный рюкзак Келли по утрам. Со временем Ларри проявила удивительное сострадание к другим существам. Когда Келли однажды пришла домой с раненой птицей, Ларри сразу же взяла на себя роль сиделки. Она провела бесчетное количество часов у ящика, в котором находилась птица, бдительно охраняя ее и даже пытаясь накормить. Благодаря заботе Ларри птичка поправилась и смогла снова летать. Однажды, во время сильной бури, гнездо с беличьими птенцами упало во двор Смитов. Не обращая внимания на сильный ливень, Ларри бросилась навстречу потопу и старательно перенесла каждую белку в безопасное место на крыльце. Она заботилась о них всю ненастную ночь, пока дождь не прекратился, что означало возвращение их матери. Ларри зарекомендовала себя как настоящая жемчужина этого района, жители часто заглядывали в дом Смитов, чтобы оценить исключительную кошку. Детям нравилось общаться с ней, и это чувство было взаимным. Однажды Мэри заметила, что Ларри ведет себя странно. Кошка часто сидела у окна, печально глядя на горизонт. У нее пропал аппетит, и она казалась угрюмой. Обеспокоенные, Смиты решили обратиться к ветеринару. Ветеринар раскрыл тайну. Ларри была с котятами. Это известие вызвало бурю эмоций в семье. Келли с энтузиазмом отнеслась к идее завести маленьких котят. Мэри беспокоилась о благополучии Ларри, в то время как Дэйв уже решал, как они будут ухаживать за своими новыми компаньонами. Предстоящая неделя была посвящена приготовлениям к появлению на свет котят. Келли соорудила уютное убежище из использованных подстилок и подушек. Дэйв раздобыл специальные питательные вещества для будущих мам, а Мэри постоянно следила за состоянием Ларри. Затем наступил день родов. Забившись в угол сарая, Ларри освободила людей от их помощи. Семья с нетерпением ждала вестей, время от времени слыша тихое мурлыканье, доносившееся из сарая. Через несколько часов Ларри вышла из дома, выглядя усталой, но грациозной. Но, к удивлению Смитов, котята не следовали за ней. Дэйв осторожно заглянул в уютное гнездышко, которое Ларри соорудила для себя, и его настроение упало при виде этого зрелища. 3 крошечных котенка лежали бездыханными. Они родились мертвыми. Ветеринар, которого вызвали немедленно, объяснил, что такое явление не является чем-то необычным, особенно у молодых кошек. Ларри была безутешна. Она не хотела покидать свое гнездышко, постоянно облизывая котят и пытаясь согреть их. Смиты не знали, как облегчить горе своего любимого питомца. Они пытались отвлечь ее игрушками и лакомствами, но Ларри была равнодушна к их усилиям. Прошла неделя, и Ларри наконец покинула свое убежище, но в ней больше не было той энергии, которую помнил Дэйв. Она стала молчаливой и замкнутой. Часами напролет она сидела у окна, глядя в никуда.
Келли пыталась вовлечь ее в игру, но безуспешно. Мэри и Дэйв все больше беспокоились о самочувствии Ларри. Они обратились за советом к ветеринару, пытаясь найти способы помочь кошке справиться с ее мрачным настроением. Келли даже начала разговаривать с Ларри в надежде, что ее голос сможет успокоить встревоженную кошку. Затем, в один из знойных летних дней, все изменилось. Играя во дворе, Келли услышала странный звук, доносившийся из-за забора. Подойдя ближе, она заметила Ларри, держащую в зубах щенка, крошечного скулящего черного щенка. Келли была ошеломлена. Позвонив своим родителям, все Смитов вскоре в шоке наблюдали, как Ларри осторожно положила щенка на траву, обнюхивая его, как своего котенка. Смиты были ошеломлены. Они были в недоумении относительно происхождения щенка и того, как лучше поступить. Дэйв предложил вернуть его домой, обратиться к властям или в центр по уходу за животными. Но Мэри не захотела. Наблюдая за тем, как ласково он ведет себя, Ларри ухаживала за щенком и не хотела разлучать их. Пока взрослые спорили, Келли принесла из их дома детскую корзинку и мягкое одеяло. Она осторожно положила щенка в корзинку, и Ларри тут же запрыгнула в нее, уютно устроившись рядом с крошечным существом. Мэри и Дэйв были тронуты этим нежным жестом и решили ненадолго оставить щенка у себя. Последующие дни были наполнены суетой и нетерпением. Смиты распространяли по округе листовки о недавно обнаруженном щенке, но ответа не последовало. Между тем, исключительная забота Ларри о щенке заслуживала похвалы. Она постоянно была рядом с ним, нежно облизывая его и согревая своим телом. Келли была ошеломлена, увидев, что Ларри начала ухаживать за щенком. Несмотря на межвидовые различия, молоко Ларри на удивление подошло щенку. Семейный ветеринар, с которым консультировались Смиты, был поражен этим необычным случаем и отметил, что такие случаи, хотя и очень редкие, на самом деле вполне вероятны. Ларри кормила малыша каждые 2 часа, даже просыпаясь в предрассветные часы, демонстрируя подлинную материнскую преданность. На 3-е утро после их первого сюрприза с появлением щенка Ларри снова исчезла. Смиты не придали этому особого значения, предположив, что кошка отправилась на прогулку. Однако, вернувшись, она держала в зубах еще одного щенка. Этот новичок был немного крупнее первого и щеголял такой же темной шерстью. Ларри подвела его прямо к корзинке с первым щенком и с такой же нежностью начала ухаживать за ними. Теперь Смиты были совершенно сбиты с толку. Откуда Ларри брала этих собак? И зачем она приносила их домой? Дэйв начал размышлять о том, что соседская собака недавно родила и по какой-то необъяснимой причине не захотела ухаживать за своими щенками. Мэри подумала, не посоветоваться ли с соседями о недавних родах щенков, но прежде чем у них появился шанс, Ларри подарила им 3-го щенка, за которым последовали 4-й и 5-й. К концу недели их жилище превратилось в убежище для 5 крошечных щенков с темной шерстью, и все они находились под бдительным присмотром Ларри. Ларри проявила исключительную изобретательность в уходе за своим необычным выводком, но, несмотря на ее неустанные усилия прокормить всех 5 щенков, ее молоко не могло обеспечить им полноценного питания. Осознав эту реальность, Келли начала кормить щенков питательной смесью из бутылочки. Ларри как будто понимала необходимость дополнительного питания и терпеливо ждала, пока Келли покормит каждого щенка, а затем деликатно облизывала их мордочки, как бы завершая процесс. Слухи о том, что Ларри стала приемной матерью, быстро распространились по всей округе. Соседи начали замечать это чудо природы. Некоторые хвалили Ларри, называя ее чемпионкой, в то время как другие проявляли опасения и подозрительность. Миссис Паркер, пожилая женщина, жившая напротив, призналась, что видела, как Ларри поздно вечером бродила по дому с сомнительным выражением на лице. Она начала распространять предположение, что кошка отбирала щенков у бесправных собак. Мистер Родригес,
владелец местной пекарни, напротив, был очарован Ларри. Он каждый день приносил свежий хлеб для Смитов и щенков, считая, что такая замечательная семья заслуживает уникального лакомства. Дети из соседних домов постоянно просили о визите, чтобы посмотреть на необычную семью. Келли похвасталась им, как замечательно Ларри ухаживала за щенками, рассказывая историю каждого малыша, как будто они были ее братом или сестрой. Тем не менее, не все шло хорошо. Задача по уходу за 5 щенками и кошкой начала тяготить Смитов. Расходы на содержание и оплату услуг ветеринара начали расти, и в их доме постоянно царил шум. Дэйв и Мэри начали расходиться во мнениях о том, какие шаги предпринять дальше. Штаммы распространились не только в семье Смитов, но и по всей округе. Некоторые соседи начали обсуждать необходимость привлечения служб по контролю за животными. Они опасались, что Ларри может представлять угрозу, если она действительно отбирает щенков у других собак. Дэйву начало казаться, что за ними постоянно наблюдают с заднего двора. Он видел, как соседи сплетничают и показывают на свои окна. Однажды он даже заметил мужчину с фотоаппаратом, который фотографировал их дом из своей машины. Мэри была на грани психического истощения. Она обожала Ларри и щенков, но постоянные проверки и критика со стороны соседей начали сказываться на ней. У нее появилось опасение выходить из дома, чувствуя на себе неодобрительные взгляды. Став свидетельницей мучений своих родителей, Келли решила вмешаться. Она начала расследование, намереваясь установить, откуда Ларри брала щенков. Девочка часами стояла у окна, наблюдая за кошкой, надеясь выследить ее во время следующей экскурсии. Ларри, напротив, казалось, совершенно не обращала внимания на царившую вокруг суматоху. Она продолжала нежно ухаживать за щенками, общаясь с ними и проявляя кошачьи черты. Наблюдение за тем, как щенки пытались подражать кошачьим движениям, когда Ларри демонстрировала, как они расчесывают шерсть лапой, внушало благоговейный трепет. Однажды вечером, когда напряжение достигло предела, в дверь Смитов постучали. На пороге дома стоял сотрудник правоохранительных органов, к которому присоединились несколько обеспокоенных соседей. Он заявил, что хочет поговорить о Ларри и щенках. Смитов радушно приняли офицера в своей резиденции. Их сердца колотились от страха и дурных предчувствий. Они не знали, чем закончится этот нежелательный визит. Однако они решили защищать Ларри и ее необычную семью до конца. Полицейский прошел в гостиную, где Ларри лежала в просторной корзине с 5 щенками. Увидев это, даже обычно суровый сотрудник правоохранительных органов не смог сдержать удивления. Он тщательно осмотрел Ларри и щенков, расспросив об их происхождении у Смитов. Семья рассказала все, что знала об их происхождении, в том числе об операции по спасению Ларри. В этот момент Келли, которая до этого момента вела себя тихо, сделала шаг вперед. Она поделилась своими наблюдениями о Ларри и о том, как кошка часто подкрадывалась к полуразрушенному дому на окраине города. Заинтригованный офицер решил проверить версию. В сопровождении Дэйва они отправились в старый дом, оставив Мэри и Келли присматривать за Ларри и щенками. Когда они вернулись час спустя, на их лицах застыло серьезное выражение. В заброшенном доме они обнаружили больную бездомную собаку-самку, которая недавно родила. Она была слишком слаба и больна, чтобы ухаживать за своими детенышами. Таким образом, все начало обретать смысл. Ларри, движимая материнским инстинктом, не похищала щенков, а спасала их от надвигающейся смертельной опасности. Она возвращала их по одному, понимая, что перевозить их всех одновременно нецелесообразно. Весть о героическом поступке кошки, спасшей осиротевших щенков, быстро облетела город, растопив сердца каждого. Отношение местных жителей к Смитам и Ларри резко изменилось, и все стали искать способы протянуть руку помощи. Доброжелательный местный ветеринар согласился бесплатно лечить собаку-мать, в то время как Ларри продолжала ухаживать за щенками. Смотры с благоговейным трепетом наблюдали, как их любимая Ларри
преданно ухаживает за щенками. История о том, как Ларри обзавелась целой кучей приемных питомцев, привлекла большое внимание в интернете. Интернет-пользователи высоко оценили сострадание и самоотверженность кошки. Пока собака-мать выздоравливала и готовилась воссоединиться со своими детенышами, все ждали реакции Ларри. Но кошка проявила удивительную мудрость, позволив биологической матери сблизиться со своими щенками, в то время как Ларри взяла на себя роль любящего опекуна, оставаясь рядом с ними большую часть времени. Это повествование не только изменило жизнь Ларри и маленьких щенков, но и повлияло на все сообщество. Люди стали мягче относиться друг к другу и чаще предлагать помощь своим соседям. Общественный приют для домашних животных отметил беспрецедентное количество кошек, открывающих для себя новые жилища. Ларри стала символом того, как заботливые наклонности и любовь могут проявляться в самых непредвиденных ситуациях, преодолевая границы между видами. Она продемонстрировала, что даже в самые сложные периоды доброжелательность и внимание могут творить настоящие чудеса.